Привет, добро пожаловать на Ламрим. Это Геша Майкл Роуч. О чем думает эта девушка? Давайте обратимся к тибетскому тексту Ламрима. Шесо кирик пачик лемепето кала. Это значит, и если вы подумаете об этом, я думаю, мы можем почувствовать это вместе, что на самом деле поверить в прошлую жизнь трудно. Просто трудно. И мы погружаемся в эту жизнь. Эта жизнь насыщенная, и так много всего происходит. Все это так реально, оно здесь, мы не можем этого отрицать. А потом кто-то говорит, а у тебя была прошлая жизнь? А ты такой, слушай, может быть, сейчас у меня нет времени думать об этом. Я думаю, что все мы избегаем сложных идей. Мы не любим думать о вещах, которые трудно понять. Поэтому я думаю, что большинство из нас избегают вопроса о том, была ли у нас прошлая жизнь. И я должен сказать, что Дхармакирти доказал, что прошлая жизнь была. Это было сложное доказательство. В нем были разные части, но вот основная идея, о чем стоит подумать. Согласно буддизму и согласно истине, действительно, жизнь не может быть сотворена из того, что неживое. Жизнь не может возникнуть из причины, которая не похожа на жизнь. Яблоки не получишь из ананасов. Что? Это не очень хорошо. Бананы из риса. Так не бывает. Нельзя получить осознанность сознания из чего-то другого, нежели сознание. В этом-то все и дело. В этом в основном и заключается вся идея. Что говорил Дхармакирти? И это было таким трудным, что, думаю, мы этого, вероятно, и не почувствовали. Невозможно взять камень и обратить его к жизни. Жизнь. Существует живая плоть, и плоть наполнена жизнью. И эта плоть происходит из химических веществ. Но часть, которая отвечает за жизнь во плоти, исходит из жизни. И поэтому у нас должна была быть жизнь как раз перед тем, как мы были зачаты в этой жизни. Хорошо. Здесь написано «Рикпа чикла мэпэ токка». И вот тут мы видим девушку, которая испытывает трудности, размышляя об этом. Токка означает «посмотри, это трудно». И помните, он сравнивал это с видением пустоты. Это на уровне трудности видения пустоты. Трудно думать о том, откуда я взялся. Дила тангпо рикпея, тхатхук мету друбкёпе. Это рикпа, на самом деле я исправил это, а потом исправил обратно. Это рикпа означает поток вашего ума. Это не означает логику или ясное мышление. Это рикпа. Рикпа ядха тхукме тудрубгё. Вы должны доказать, друппа. Гё означает, вы должны доказать, что у вашего ума не было начала. Вы не можете указать на начало. Ядха тхукме означает, что вы никогда не найдете отправной точки. Ядха означает, если вы отправитесь на поиски первого момента осознанности, первого мгновения осознанности Майкла в истории, вы никогда его не найдете. И еще раз взгляните на лицо этой девушки. И это то, о чем нам нужно подумать. И это трудно, это просто трудно. И то, что я узнал в течение долгой жизни, когда что-то трудно понять, тогда нужно остановиться. Вы должны попытаться понять. Вам нужно остановиться. Я много изучаю Писание, и я очень усердно трудился над ними. За много лет это вошло у меня в привычку. Меня этому научил мой учитель. Ты просто останавливаешься, размышляешь над этим и не пропускаешь, не идешь вперед. И если это займет 3 дня, чтобы понять, значит, ты посвящаешь этому 3 дня, потому что это важно. Терин кисем дикхасанг, кисем кигюн йиншинг. Терин кисем означает «твой сегодняшний ум». Кхасан кисем означает «твой вчерашний ум». Гюн означает «поток». Ваши нынешние мысли — это течение или поток вчерашних мыслей, который продолжается.
Теанг ханьин гирик гюньин панесунг. А вчерашние мысли – кханьин. Кханьин означает кхуньин-па на разговорном тибетском языке или позавчера. Итак, вчерашние мысли являются продолжением потока позавчерашних мыслей. Yin pa nesung означает, и вы можете отследить это, Май нял неке матхак песем. Вы можете вернуться в состояние ума, которое у вас было сразу после того, как вы вышли из утробы матери. Нял неке. Не забывайте, что в буддизме есть два вида рождения – кье. Один из них – ньял-некье, которая здесь, когда ты на самом деле выходишь из утробы матери. Но технически в буддизме момент зачатия – это начало этого рождения, этого перерождения. Кье матхак песем. Так что, если вы вернетесь к состоянию ума, которое у вас было в тот день, когда вы вышли из мамы в больнице, кье кхамай гюн яншинг, то каков ваш ум сегодня может быть отслежено из состояния ума, которое было прежде. Кьекхама означает, как только вы родились, в момент рождения. Но нел душук мадхак песемте. Но вы также можете отследить это в уме, который был раньше. Этот шук – прошедшее время от джук, что означает, когда ты вошел в утробу матери. Итак, состояние ума, которое у вас было в тот день, когда вы вышли из вашей мамы в больнице, действительно является продолжением потока ума, который вошел в утробу вашей матери за 9 месяцев и 10 дней до этого. Нгалматхак песемте шукхаме рикпек юньен пекхир. Таким образом, вы можете проследить свой ум до... Все ученые согласились бы, все западные люди согласились бы с этим, что вы можете отследить свой поток ума от момента, когда вы вошли в утробу матери. Существовали ли вы раньше? Об этом можно поспорить, но никто не скажет, что нельзя проследить это сознание от утробы матери. Кхорпалат хокмет хамепе. Семки гоцом падио шепа. Кхорпалат хокма означает... Тхокма означает начало. Тха означает передний конец. Таким образом, передняя часть вашей жизни, вашего перерождения. Тхаме. Вы не можете указать на определенную точку, с которой вы начали, где начались ваши жизни в этом круге. Название этой жизни — сансара, что означает круг. А это значит, что как только вы заканчиваете одну жизнь, вы обретаете другую жизнь, а потом вы обретаете новую жизнь, и получается круг. Гоцом падио. Это го пишется аога наронго, что не означает голова. Если это маога наронго, МГО, это означает голова. Это го означает начать. Итак, гоцомпа означает, что вы не можете указать на определенную точку во времени, в истории и сказать, что это было началом вашего ума. Шик канг туанг миньепе. Вы не сможете ее найти. Кстати, здесь слово «найти» — это тот же глагол, который используется, когда вы идете искать объект, который исходит не из вас. Когда вы говорите о двух мужьях на кухне, и вы пытаетесь найти мужа, который не исходит из вас. Это называется «нье», тот же глагол. Вы можете попытаться найти, это называется «нье». Вы можете искать мужа, который исходит не из вас, но вы его не найдете. И вы можете начать искать первый момент осознанности вашего сознания, но вы его не найдете. Ранги кье паланг тхок майт хаме. Поэтому, из-за того, что нет никакой отправной точки в реке вашего ума, следовательно, нет первого рождения, которое у вас когда-либо было. Потому что если нет начальной точки реки или потока вашего ума, тогда и первого рождения тоже нет. Дхаме пар трупла. И это старое доказательство, которое я пояснял вам много раз, но... Я воспитывался в школе. Нас учили, что вещи должны иметь начало, и нас обучили, что был большой взрыв, верно?
Но если вы хорошенько подумаете об этом, идея первого начала алогична. Она нелогична. Но нам удобно так думать, потому что мы с этим выросли. Часто, когда вы учите людей тому, что у сансары нет начала, им это кажется неестественным, если они учили что-то другое в школе, когда они были детьми. Но если вы скажете: «Послушай, ты уже не ребенок, теперь ты взрослый, ты должен думать сам за себя», имеет ли какой-то здравый смысл то, что у всего есть причина, кроме изначальной причины всего? Это нелогично, перестаньте. А потом, когда вы вырастете, вам придется отказаться от идеи, что наличие начала более логично, потому что оно не более логично, а наоборот, оно нелогично. Нет логики в том, что то, что продолжается в потоке в течение 68 лет, должно иметь начало, в котором у него не было потока. Это не соответствует здравому смыслу. Тхокмайтхаме партрупла. Вы можете доказать, что нет начала у потока вашего ума. Тетруппе кеп транги мичхапа шикье петруппе. И если вы докажете, что у потока или реки ваших мыслей или вашего сознания никогда не было начала, тогда вы косвенно докажете, что у вас не было первого рождения. У вас никогда не было первого перерождения. Труппе кепалаятхаме. Поэтому нет никакой начальной точки у процесса вашего рождения, смерти, рождения, смерти, рождения, смерти, рождения, смерти. У этого нет начала. Мне нравится эта картинка. Я пытался... Моя работа, частью моей работы во время подготовки к передаче учений по Ламриму является поиск картинок или образов, которые могут помочь вам запомнить идеи. И я вам напоминаю, что это идимы или картинки с идеями, и они будут вам полезны. Традиционно в Ламриме необходимо повторить материал 3 раза. Сразу после того, как вы вернулись домой, после того, как вы прослушали информацию, вы должны закрыть глаза и все вспомнить. Затем, в тот же вечер, вы должны повторить все еще раз. И на следующее утро вы должны снова все повторить. И я пытаюсь найти фотографии или изображения, которые вам с этим помогут. Это простой способ повторить Ламрим, а вы должны это делать, если вы хотите, чтобы он повлиял на ваш ум. Отличным решением будет просмотреть изображение, которое я вам показываю. Когда вы закончите урок, сразу после того, как вы закончите занятие, просмотрите картинки. Помните ли вы, что означает эта картинка? Пау, что означает фотография той женщины, которая делает вот так? Или Гелсе, досточтимая Гелса. Почему она... Это была сегодня первая фотография. Она думает о прошлой жизни. Да, она пытается это понять. Была у меня прошлая жизнь или ее не было? И не говорите мне, что вы легко это поняли. Потому что если вам это далось легко, вы не поняли. Это трудно, это очень-очень-очень трудно. Поэтому, когда вы видите эту фотографию, я хочу, чтобы вы об этом подумали. Итак, картинка, к которой мы теперь переходим, это, я не знаю, океан или что-то в этом роде с уроборосом. Я не знаю, как это правильно произнести. Уроборос. Да, мне нравятся эти 2 изображения. Я разместил их рядом. Эта змея, пожирающая свой хвост, называется... Я не знаю, как это правильно произнести. Уроборос? Хорошо. И она представляет собой цикл, который продолжается сам по себе, круг который... Конец, который становится началом. Не убирайте, пожалуйста, картинку, я хочу о ней поговорить. Да, хорошо, спасибо, Пачи. Итак, я думаю о воде в озере. О том, как она в нем находится. А затем испаряется и становится облаком, после чего облако летает туда-сюда, а потом превращается в дождь. Дождь попадает в озеро, и этот цикл похож на змею, пожирающую свой хвост. Кстати, мне нравятся языки, и я проверил этимологию слова «уроборос». Уроборос. Хорошо. И это очень интересно. Борос означает «есть». И у него есть много корней в русском языке. Бороться, что означает сражаться мечом. И имя Борис происходит от этого слова, потому что это боец на мечах.
Так что бороться означает сражаться на мечах и рубить вещи. А оуро происходит от орос, который стал арс, или задницей. То есть твоей задницей, понятно? Мне это показалось очень забавным. Итак, пожиратель задницы, измельчитель задницы. Измельчитель задницы зубами означает змею, которая ест свой собственный хвост. И я думаю, что это хорошее изображение. Хорошее ирландское изображение вещей, которые увековечивают сами себя, самовоспроизводящиеся циклы. И я думаю, это идеальная картинка, показывающая, что дождь превращается в озера, озера становятся облаками, облака становятся дождем. Тена, поэтому. Цедиама. Есть такая шутка. Когда я пытался попасть в класс по изучению тибетского, когда я только начал изучать тибетский язык, учитель хотел, чтобы я был в классе. Но был администратор колледжа, который не хотел этого. Поэтому они сошлись на том, что они проверят мое знание некоторых тибетских слов, чтобы увидеть, смогу ли я попасть в класс. И вот я пришел на тест, я действительно нервничал, потому что я знал всего около 5 слов. И парень, который хотел, чтобы я попал в класс, сказал: «Хорошо, что такое Аама и Аабха?» Я ответил: «Мама и папа», а он мне: «Правильно, ты в классе». Второй парень был очень раздражен. Хорошо. Тена Аама Йо по Шинту означает: «Смотри, у тебя была Аама, в этой жизни у тебя была мама». Шинту Ценья Мэнь Екия Тан Конки. Теперь он говорит: «Хорошо, вопрос на $50 для старших студентов в комнате». Он говорит: применительно к рождению из утробы и рождению из яйца. Почему он так говорит? Применительно к рождению из утробы и рождению из яйца. Можно сказать, что эти два предполагают происхождение от матери. Да, хорошо, да. Сколько всего существует способов рождения? 4. Согласно буддизму. И, кстати, это одно из первых учений Будды. И это считается большой частью первого поворота колеса, что есть 4 способа принять рождение. А какие 2 других? Да, трёшерле кепа, что означает, когда комары рождаются из теплой воды и... Да, теплой воды, трёшер. Потому что они не знали, что они были яйцами, и были слишком малы, чтобы их можно было разглядеть. А какой второй? Да, дзутекье, когда вы рождаетесь в лотосе, или как Патанджали, он родился на руках у матери. Так что интересно, Пабонка — великий дебатер. Хотя он был очень мягким человеком и очень добрым учителем. Он не принадлежал к высокомерному типу дебатеров. Но он прикрывает свой зад. Кстати, со ссылкой на 2 вида рождения. Капкиама ре у вас должен быть аамаре. Ре означает «каждый». Для каждого рождения должна быть мать. Каждое рождение должно иметь соответствующую мать. Так что «ре» здесь очень важное слово. Гёпе, у вас должен быть «те», «трепачиклен пала». Поэтому, если у вас есть одно рождение, которое является одним из этих 2 видов, из утробы или из яйца, у вас должно быть по одной матери в каждом из них. Понятно? Амачик гёпашинту. И, кстати, в дебатах, если вы соглашаетесь, это как в игре в шахматы. Оппонент вас подставит. И в самом начале он будет выглядеть очень невинно. Он передвинет пешку, а потом вы вдруг осознаете, что вы уже в ловушке. С первых 2 или 3 ходов. Итак, в дебатах вы говорите: «Хорошо, если вы родились из утробы, для каждого рождения нужна мать, верно? Итак, только по одной для каждого, правильно? И тогда вам уже приписано бесчисленное множество матерей. Только по одной, верно? Да, хорошо, по одной на каждое рождение, я все прекрасно понял. Кьяпа гялен пана. Если у вас будет 100 рождений, тогда у вас должно быть ма. Что это значит? У вас должно быть 100 матерей. 100 рождений, 100 матерей. Эй, вы согласились, одна мать на рождение. Тонглен панама тонг.
Да, если вы возьмете 1000 перерождений, тогда у вас будет 1000 матерей. Поэтому Транг Мэгё должно быть. Вы знаете этот Транг из Транг. Число должно быть, оно должно быть бесконечным. Сэмчин Тхамчики Мама Чепет Хапме. Двойное отрицание. Первая ма — это мать. Здесь есть два отрицания. Что это значит? Мама Чепет Хапме. Мама Ме. Мама Ме. Нет никого, кто не был бы вашей матерью. Мама Чепет Хапме. Нет никакого шанса на то, чтобы кто-то не был вашей матерью. Вы согласились один к одному. Одно рождение, одна мать. Ладно, бесчисленные рождения, бесчисленные мамы. Поэтому все были вашей мамой. Мне нравится эта картинка. Я называю ее «Это просто вероятность». Я нашел эту картинку, она мне нравится. Это цифры, которые выходят из рук этого парня. И это просто математика. Согласны ли вы с тем, что иметь одну... Согласны ли вы, что для того, чтобы родиться однажды, у вас должна быть мама? Да, я согласен. Хорошо, тогда вы согласны с бесчисленным количеством мам. Все были вашей матерью. Это просто математика. Это не буддизм, это математика. Теперь Пабонка начинает излагать естественные возражения, которые приходят вам в голову на эти идеи. Итак, как только я скажу, требуется ли одна мама для каждого рождения? Да. Было ли у вас бесчисленное количество рождений? Да. Ну тогда у вас есть бесчисленное количество мам. Нет. И тут он говорит, что? Но так должно быть. А вы говорите, нет. Гешела. Много раз буддизм говорит, что живых существ бесчисленное множество, живых существ неисчислимо много. Ладно, я понимаю, один к одному, я понимаю. Но сколько для бесчисленного множества? Живых существ бесчисленное множество. Так как же каждый может быть моей мамой? Чиран Кикева Мангварма Секи Четрак. Потом он, вместо ответа на вопрос, он убивает парня еще большим количеством информации. Он идет глубже. Он говорит, послушай, забудь о своем вопросе. Давай поговорим о разных видах существ. Чирранки Кева Мангвармасе. Слушай, ладно, у тебя было много мам. Ты хочешь сказать не бесчисленное множество, мне все равно, все в порядке. Но Четрак. Здесь Чи Четрак, верно? В начале предложения есть Чи с буквой Р. А потом Четрак, так что Чир означает в целом. Да, у вас было много мам, но в частности, давайте поговорим о диких животных. Ритак означает диких животных. Животные дикой природы, глуши. Например, Шава означает олень, Агова означает антилопа, а Бусин означает жуки, насекомые, муравьи, кузнечики, бусин. Так что Рена Килю Ланг Пандранг Мэчинг. Количество раз, когда вы надевали тело кузнечика, бесчисленно. Как сказать кузнечик по-испански? Мне любопытно. О, круто! Что такое сальто? Прыгать. Прыгать? Горный прыгун? Круто. Сальтамонтес. Значит, вы были сальтамонтами. Люланг Панг Трантме. Времена, когда вы были кузнечиком, а не другим существом, просто кузнечиком. Их тоже бесчисленное множество. Забудьте о человеческом перерождении. Те времена, когда вы были кузнечиком, бесчисленны. Сальтамонтес. Тетар Сэмчен Кирик Трангмепа. И разных видов существ бесчисленное множество. Разных видов существ есть бесчисленное множество. Поэтому Сэмчен Кирик Трангме Паререанг. Среди этих бесчисленных видов вы приняли бесчисленное количество рождений в каждом из бесчисленных видов. Так сколько же это рождений, скажите, пожалуйста? Бесчисленное множество, помноженное на бесчисленное множество. Поэтому у вас было больше рождений, чем количество живых существ во Вселенной. Потому что они просто застряли в одной из форм жизни сейчас.
Но вы должны умножить это на бесчисленное множество раз. Так что не говорите мне, Гешела, есть бесчисленное множество существ во Вселенной. Я согласен, но не забывайте, что каждое из этих существ имело бесчисленное множество перерождений, как этот кузнечик. Это бесчисленное множество умножить на бесчисленное количество и снова на бесчисленное. Так что не говорите мне, что они не были вашей мамой. Ладно, это довольно-таки круто. Хорошо. Тецхена амаанг транг тецунг гёпе. И каждый раз, когда ты был рожден кузнечиком... Ладно, у нас тут жук, у нас червяк. У тебя есть фотография червя? Думаю, да. Я думаю о червях, потому что сейчас весна. Я работаю в своем саду и стараюсь не навредить червям. Говорят, что они выживают, если их разрезать. Каждая половина выживает и становится червем. Но я думаю о том, хотел бы я быть разрезанным пополам. Тогда я говорю нет. Я стараюсь не делать этого и помогать им. И затем... Вы бесчисленное множество раз перерождались червем. Вы бесчисленное множество раз перерождались червем. Не только каждое живое существо было вашей матерью, но они были вашими матерями бесчисленное количество раз в каждой из бесчисленных форм жизни. Так что все были вашей матерью как червь, бесчисленное количество раз. А затем умножьте это на число существующих различных форм жизни. И вот столько у вас было мам. Йинно. Затем он цитирует очень прекрасную книгу Нагарджуны. Это одна из двух книг, которую я думаю подарить своему другу. Потому что это чрезвычайно ценная книга. И это, вероятно, первый ламрим, который является шетринг, письмо другу Сухёл Лекха, что на самом деле Сухёд Лекха. И буква «Д» меняется на «Л». Итак, «Сухёд» означает «доброе сердце», и «Лекха» означает «письмо», которое происходит от «Рекха», что означает «нацарапать что-нибудь». Так или иначе, «Шетринг» означает «письмо другу». И Нагарджуна написал письмо царю по имени Удайабхадра, если я не ошибаюсь. И это был бы отличный текст для перевода. Май Тукта означает установление окончательного количества мам, которые у вас были. Можно было бы проиллюстрировать посредством Гьяшук Цхику. Гьяшук означает можжевеловое дерево. И если они у вас есть, десятки тысяч вокруг, они мне нравятся. Я думаю, они красивые, и от них у всех аллергия. Цхику означает маленький шарик, который вы делаете как маленький шарик. Например, если вы возьмете немного грязи и сделаете крошечный шарик из нее, это называется цхику. Итак, шесокин гетен мемате, масокла джарьянг. Давайте применим это утверждение Нагарджуны. И это заявление Нагарджуны гласит, если вы сядете и сделаете, если вы сядете на землю в дождливый день, как ребенок, и будете лепить маленькие шарики из грязи размером с ягоду можжевельника, сколько времени понадобится, чтобы исчерпать планету? Сколько времени потребуется, чтобы исчерпать планету? Пабонка говорит, что это традиция не считать это так, как это звучит. Не говорите, это моя мама. Этот человек был моей мамой. Этот человек был моей мамой. Этот человек был моей мамой. А потом в конце планеты вы все подсчитали. Он говорит, что не в этом дело, а суть в том, что первый шарик, первый комочек грязи размером с ягоду можжевельника — это мама в этой жизни. А еще есть мама этой мамы. А еще есть мама той мамы и еще мамы. Так что это экспоненциально, он говорит. И это и есть настоящее учение. Потому что на планете есть конец с шариком размером с ягоду можжевельника. Но нет конца, если идти по экспоненте.
Если мы скорректируем утверждение Нагарджуны, чтобы соответствовать устной традиции этого утверждения, Сунгюн означает устную традицию, Кхагюр означает, если мы скорректируем его. Если мы сделаем крошечные шарики из грязи, равные по размеру можжевеловым ягодам из всей планеты, Саченподи, Ранки Цхэдима, а потом мы говорим, вот это моя мать в этой жизни, а второй шарик — моя мать в жизни до этого, и третий шарик — мать, которая была у меня в жизни до моей предыдущей жизни. Рилуре. А потом, если вы сложите эти шарики, шак означает, если вы сложите их в кучу, дзокте. Вы ведь дойдете до конца, верно? Планета, грязь на планете иссякнет. Но Мэтран Кигья Тонки Чарьянг Мидрове. Гья Чарк Тонгчар означает 1/100 или 1/1000. Это не составит и 1/10 части 1% ваших матерей, которые у вас были. У вас бы закончилась планета, и вы бы не достигли даже 1000 из всех матерей, которые у вас были. Поэтому Сенчент Хамчеки, Мама Чена, Ми Дангва. Дангва означает быть достаточным. Достаточно ли у нас молока, чтобы напоить всех монахов чаем? Данг означает быть достаточным. И он говорит, у вас не было бы достаточно шариков, чтобы представить всех матерей. Шарики закончились бы. Сенчен Кинки Матрангме, Рема Чена, Мидангве. Если только каждое живое существо во Вселенной не было твоей матерью бесчисленное количество раз, эта математика не работает. Эта математика не срабатывает. Математика странная. Если только каждое живое существо не было твоей матерью не один раз, а бесчисленное множество раз. Вы должны быть тим. В этом разделе Ламрима нужно быть осторожными с ма, потому что обычно они означают «нет», но здесь они означают «маму». Но некоторые из них означают «нет», так что будьте осторожны. Итак, здесь Сэмчентхам Чекиран Кимаче. Каждое живое существо было вашей матерью. Рере Кьянг Мантучете. И каждая из них была вашей матерью бесчисленное количество раз. Сэмчен Дилю Маланг Чаваме. Вы не можете сказать, что существует тело формы жизни, которую вы не принимали. Нет никаких форм жизни, в которых вы не жили. Вы одевались в тела всех видов насекомых, всех видов китов, всех видов птиц, всех видов бактерий, всех видов вируса ковид. Вы были всеми. Ланг Палатранг Кими Чотхилсам. И числа нет. Нет никакого счета тому, как много раз вы надевали на себя каждое из различных тел. Тэнг Микья Валанг Патабуртханна. Затем он говорит, вы хотите пойти глубже? Вы, ребята, хотите углубиться? Да. Ладно, говорит он, ладно. Вы были всеми видами жуков бесчисленное количество раз. И не хватает матерей, чтобы быть вашей матерью для этих жуков, если только это не были все во Вселенной. Математика не работает. Более того, Теанг, более того. Давайте просто поговорим о временах, когда вы были рождены человеком. Нельзя указать ни на 1 квадратный метр на этой планете, утверждая, что вы не были рождены на этом квадратном метре. Нельзя указать на квадратный метр ни в одной стране на Земле этого мира, где вы не рождались. Нельзя указать ни на один. Кепала Транкимичо. И на самом деле,
Я не знаю, выберите место в Гвадалахаре. Мы говорили обо всех этих местах по соседству. Угол улицы, на которой живет Альда, этот метр, где вы были рождены бесчисленное количество раз. Вы рождались на этом квадратном метре этой планеты бесчисленное количество раз. Тэшин Ту Шархло Нупчан. Восток, юг, запад, север. Неважно в каком направлении. Неважно в какой стране, забудьте о странах. Нет ни одного квадратного дюйма, где вы еще не рождались, бесчисленное количество раз. И, кстати, этот мир просуществовал всего, я не знаю, 5 миллиардов лет или что-то в этом роде. Это не имеет значения. Он говорит о Земле, на которой вы родились. Вы рождались на этой Земле бесчисленное количество раз, и эта почва побродила по разным планетам бесчисленное количество раз. Джиктенрере Лаанг Трангмепа. Миров, в которых вы были рождены, бесчисленное множество. Ре Ланг Пэ. Количество планет, на которых вы рождались бесчисленное количество раз, превосходит бесчисленное количество существ. Поэтому вы были ребенком каждого бесчисленное количество раз. Я сделал эту маленькую картинку. Ребята, вы готовы? Да, мне нравится эта милая маленькая картинка нашего мира. Каким-то образом она получилась с животными, что очень мило. И потом, я люблю читать научную фантастику. Я читаю научно-фантастическую книгу прямо сейчас о путешествии на Сириус, что будет моей следующей поездкой. Это звезда, которая не слишком далеко от нас, голубая звезда. И в любом случае, это перро, это собака. Итак, я попытался вставить звезды. Представьте, что такой мир находится на каждой звезде. А затем представьте, что вы рождались в каждом уголке каждой планеты, на каждом квадратном метре каждой планеты. Мало того, что все были вашей матерью только в вашем человеческом перерождении. Поэтому Сэмчентхам Чаама Чи Кьян Йин, Ньям Тусам. Так что не имеет значения Чи Кьян Йин, неважно, кто они сейчас. Насекомое, вирус, слон. Это не имеет значения. Ньям Тусам. Просто подумайте об этом. Тетар сам кьянг макьяна. Далее интересно, он говорит тетар сам кьянг макьяна, означает, слушайте, если вы выстроите всю эту логическую цепочку про матерей, которой я вас обучил, и вы этого не поймете, макьяна, мило, говорит он. Все, чему я вас научил сегодня, забудьте об этом. Если вы этого не понимаете, вы не понимаете, что за черт. Маккена, у меня есть другой подход, у меня есть другой выбор. Рангла матен немадам серна. Затем он «опустите руки», и он говорит «черт возьми». Я начинаю сомневаться, была ли у меня вообще мать в этой жизни. Ладно, вы не только не понимаете то, что я пытаюсь вам сказать, но вы начинаете сомневаться в своей матери в этой жизни. Кева дима нён сум йон ям паонкве. Он говорит, возвращайтесь к своей маме в этой жизни. Вы не понимаете всей этой логики, это слишком сложно для вас, у вас от этого болит голова, это слишком запутанно. Ладно, давайте вернемся к основам. Просто вернитесь к своей маме в этой жизни, хорошо? В этой жизни у вас была мама, верно? Вы можете представить ее, может быть, она все еще жива. Давайте просто вернемся туда, когда эта медитация становится чересчур для вас. Возвращайтесь к краеугольному камню, вернитесь к своей маме в этой жизни. Вы можете вспомнить ее лицо, вы можете вспомнить все то прекрасное, что она сделала для вас. Просто давайте вернемся к вашей маме в этой жизни. Затем сосредоточьтесь на ней. Как она была мамой в вашей прошлой жизни. Не пытайтесь увидеть всех живых существ, которые были вашей мамой. У вас уже есть привязанность к маме в этой жизни. Используйте эту привязанность. Забудьте обо всех других живых существах. Забудьте обо всех кузнечиках. Ваша мама в этой жизни. Сальтамонтес. Если это слишком для вас, просто возьмите вашу маму в этой жизни и представьте, что, возможно, в ее прошлой жизни она также была вашей мамой. Вы ведь можете это сделать, верно? Это не так уж трудно. Джарте пок чокча. Пок, здесь слово пок означает
Джепакцхема, что означает дедукция. Это глагол, и он очень необычный, так что пок означает «используйте свою логику». Используйте свою логику, но не идите ко всем насекомым, китам и слонам, просто идите к этой маме. Она была вашей мамой раньше. Вы же справитесь с этим? Да, я справлюсь с этим. Мне нравится следующее предложение. Оно очень много значит для меня. И мы закончим занятие этим предложением. Марше гомсхюл дитак. Этот способ медитации на марше. Что такое марше? Да. Понимание. Ше означает понять. Все были вашей мамой. Марше. Всему, чему я научил вас за последние 2 дня, о том, чтобы увидеть, что люди были вашей мамой, это представлено лишь вкратце в классических ламримах. И он упоминает 2 из них. Делам – путь к блаженству. Досточтимый Гелсе, кем он был написан? Простите, я не обратила внимания. Неважно, ладно. Первым Панчин Ламой, 1565-1662 года, который является частью продвинутого курса Алмазной горы для ACI. Первые 3 курса. Этот ламрим. Также есть комментарий, есть ламрим, который как комментарий к нему. Пабонка Ринпоче говорит, что он похож на комментарий к нему, написанный его святейшеством 2-м Панчин Ламой. Это означает «быстрый путь», «быстрый путь». Итак, говорит он, смотрите, если вы перейдете к этим 2 классическим ламримам, вы не найдете там всех этих аргументов, которые я вам привел. Они просто дают это кратко. Все были вашей матерью, это логично, и мы продолжаем. Он говорит, так откуда же пришло это объяснение? Даки ламе дюнту кавачепе лакдже. Я потратил много часов, обучаясь этому у своего учителя. И кавачепе означает «я работал как проклятый». Это было трудно. Кавачепе значит «я работал как проклятый», учась этому у моих лам. Год за годом, год за годом, год за годом. Лакдже означает, что это всего лишь след от этих усилий. Презентация, которую вы слышали на последних 2 сессиях, это просто тень или намек на те 1000 часов, которые я потратил на изучение этого материала и попытки понять все это. Это всего лишь тень от усилий, которые я приложил. Каваче – приложить усилия. Мэнгак тарк есаче диге сутанг ваинпе. Я написал эту презентацию. Сачи-ди означает «эта презентация» или «этот набросок логики того, сколько у вас было мам». Гесутанг ваинпе я расширил его, основываясь на 1000 часов, которые я провел, обучаясь этому у великих учителей. Я много работал, и я предлагаю его вам бесплатно. Гюнтун ям лэдзэк хентанг. Если вы человек, который выполняет свою буддийскую практику постоянно, если вы относитесь к тому типу людей, которые ответственно относятся к своей практике, послушайте, никто не идеален. Вы не ведете свой 6-разовый дневник, вы медитируете, но не ведете свой 6-разовый дневник. Или вы занимаетесь йогой, но не медитируете, или вы такие, когда возможно все это сделать? Но он говорит, если вы постоянно практикуете, Тенпе Кхур Шепа, это Кхур, мы обсуждали в недавнем занятии по Абидарме, потому что это было на слоне, и это связано с 84 тысячами кучами дхармы. Кхур означает груз, который вы кладете на животное. Иногда количество учений, данных лордом Буддой, определяется как количество небольших книг, которые вы можете погрузить на слона, размером с это здание, а это 84 тысячи. Во всяком случае, это Кхур. Здесь, Тенпе Кхур Шепа, вы ли тот человек, который возьмет на себя ответственность за сохранение этих учений? Вы собираетесь стать членом ALL Gold клуба? Я не знаю, как это называется в Мексике.
Клуб де Оро? Да, Голд Клуб или Клуб де Оро. Вы собираетесь стать таким человеком, который берет на себя ответственность за то, чтобы учения сохранились на этой планете? Вы собираетесь присоединиться ко всем этим голд-клубам, нефритовым и другим клубным клубам? И если вы такой человек, кто регулярно практикует, ладно, не идеальный, если вы из тех людей, которые говорят, «Я позабочусь о том, чтобы эти учения остались на этой планете. Я беру на себя ответственность. Я буду собирать деньги в Гвадалахаре». В Гвадалахаре тяжело. Это не похоже на Нью-Йорк. Я беру на себя ответственность. Если вы такой человек, Чак Лен, я поручаю вам, я возлагаю на вас ответственность. Не позвольте этому учению исчезнуть. Я упорно трудился, чтобы научиться этому от моих учителей. И я возлагаю на вас ответственность не позволить этому учению о мамах потеряться в этом мире. Оно очень красиво, и он такой, пожалуйста, пожалуйста, я так много работал, чтобы все прояснить. Пожалуйста, сохраните это. Позаботьтесь об этом. Этот лама уйдет, тот лама уйдет, но каждое поколение должно сказать, да, хорошо, я сохраню это учение про мам. Я буду хранителем учения про мам. Голд-клуб Гвадалахары будет хранителем логики про мам. Я беру на себя ответственность. Чевайо означает, что это большое дело. Это большое дело. Если вы, ребята, сможете это сделать, храните это учение, это драгоценное учение. Храните его хорошо, потому что... Мне нравится картинка. Мы можем закончить картинкой на тему заботы. Не знаю. Я и Пачи работаем над этой программой секвестрации углерода. О, я вспомнил это слово. И сейчас это очень-очень важно. Теперь об этом пишут во всех газетах. Раньше я никогда не видел секвестрации, теперь она повсюду. Можем ли мы позаботиться об этих растениях, которые сохранят эти знания? И это наша ответственность. Поэтому Пабонка Ринпоче умоляет нас, пожалуйста, позаботьтесь об этом. Пожалуйста, возьмите на себя ответственность позаботиться об этом учении про мам. Так что вы, ребята, пожалуйста, также возьмите на себя ответственность и увидимся на следующем занятии.